Всем доброе утро. Олег, доброе утро. Олег посудомойку разбирает. Молодец. Мишута сидит, занимается уже. Олег, не присылали Мише задание? Ну, пока нет еще. А тебе дали сразу? Мне-то прям, да, дали сразу. Во сколько ты вчера закончил? Ну, где-то в 21:15. 15, да, что-то? Мало стал, да? Этот, как его? А вчера, потому что он сказал, что с спортивной командой сидит в центре каком-то. А, понятно. В общем, Миша у нас тоже стал заниматься. Нам дали на Мишино занятие скидку небольшую. Миша тоже занимается. Теперь с учителем Олежкиным. Вчера был первый день. Миш, тебе понравилось? Да. Хороший учитель? Да. Вот, Мише нравится, он с удовольствием пишет новые слова, будет их учить, запоминать. В общем, я думаю, что через годок уже Миша будет с турецким нашим другом общаться. Да даже раньше, да, наверное, Миш? Общаться уже свободно будет. Вот. Какие были смело? Дядя Раем. Так, Алексей у нас что делает? Мы сейчас, может быть, мукбанг для вас будем снимать все вместе. Посмотрим. Алексей у нас плавочки вчера не сполоснул. Сейчас сполоснул плавочки. Алексей молодец. Да? Что-то бассейн вообще тихий какой-то. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек. 8. 8 человек купается. Так, ладно. В общем, какие у нас дела? Сейчас будем, может быть, мукбанг снимать, а потом рецепт снимать, а потом еще один мукбанг. Такие дела. Так, что Олег тут делает? Ну, я тут готовлю будущую зажарку. Понятно. А что мама тут делает? Мама все Олегу подавала, на зажарку нарезала. Немножко у мамы тут творческий беспорядок. Перчики. У нас будут сегодня на обед фаршированные перчики. Да. Ну что, друзья, вот так мы Олега переместили. Сегодня целый день под кондиционером работали. Сейчас Алексей придем. Олег, мы придем, надо будет твое обратно тоже уносить. Ага. Потому что проход на балкон закрыт. Алексей тоже перемещался со своим столиком. И Миша тоже работал за своим столиком, и мы целый день были сегодня под кондиционером. Сняли для вас мукбанг, но сейчас убегаем уже на море, прям бежим-бежим. Потому что, вернувшись по возвращению, мне еще надо будет снимать для вас рецепт. Я вот так вот тут опасно пристроила помидорчики. Сейчас приеду, когда и буду уже их варить для консервации. Так, Олег, давай, собирай. Майку папе оставляй. Собирай. И мне кажется, нам воду уже надо заказать, нет, ребятушки? Угу. В лучшем случае утром, самое позднее утром надо заказать. И сейчас к нам пришел сосед, принес нам 50 лир. В общем, мы ему отдали 950 лир, заказали раскладушку. Очень хочется вот здесь вот, вместо вот этой конструкции, поставим раскладушку и будем здесь отдыхать в вечернее время, когда здесь свежо, дует ветер с балкона, морской такой бриз. В общем, будем теперь отдыхать на раскладушке, но привезут раскладушку, сказали, дня через 3. Вот. И на сайте цена была указана уже со скидкой 950. А, как оказалось, еще сайт дает какой-то дискаунт, и в итоге 900 лир будет стоить раскладушка. И сосед принес нам... Ой, что это за соль? И сосед принес нам 50 лир лишние, которые... Пойдем. Лифт, говорит, приехал. А ты пошел на лифт? Я наверх иду. Нет. Я не знаю насчет хлебушка.
Но мне кошелек не надо. Все, мы на морешко. Короче, эта штука, она не забивает сваи, она их закручивает по ходу дела. Так что работает она вообще бесшумно, вот эта бандура. Вон столбики накручены, она что-то там делает, бетон разливается по земле. Как это что будет, увидим попозже. А пока что видим только движуха какая-то происходит. Идем на море, Михаил вон во главе колонны. А эта штука, вот она рядышком, что-то там дымит, пылит, но, в принципе, не мешает. В доме вообще не слышно ее, этой бандуры, которая работает. Сегодня что машины прям много. Ой, сейчас вечерком на море красота. Прохладненько уже сейчас на улице, прохладненько. А дальше будет еще лучше. Так что окунемся, потом полотенчиком вытремся и домой. Вот оно и море. Вот Миша там выступает. С мамой за ручку идет. Море пришло? Ну нафиг. Мы к морю пришли. Вот и к морю пришли. О, сегодня весело с музычкой. Фасоль продают, помидорки. Баклажаны, лимоны. Пойдем к купашке. Вот мы для кого купили акуленка. Этот детский халат с хвостиком. Миша вытерся полотенцем и оставил нам его. Там рыбачки сидят, муж с женой. Пришли такие, сели. Принесли стульчики, столик у них есть. Оба насаживают, оба рыбу тягают. Ну, удочки вытаскивают, скажем так. Собачка вот пришла, ждет, когда какая-нибудь мелочь ей попадется. А так народ уже рассосался на пляже, уже нету никого. Последние вон уходят. И 3 вон тетеньки плавают, да? А, вот того пирса полно народу еще, да. Сзади Оли. Уже такой сумрак наступает. И у нас скоро здесь в Турции, видимо, будут праздники. Видите, огромные полотнища повесили вот на ближайшем к нам Сите. Следующий Сите то же самое. Вот тут не видно, но на балконах очень много флагов турецких висит. Вон там вдалеке еще есть флаги. Я думаю, если вдоль пляжа так вот поехать или пойти, можно огромное количество флагов увидеть. Видите, на балконах очень много. 30 августа какой-то праздник. Кстати, вот мы не знаем, надо ознакомиться будет с этим делом. Это я увидел на почте, стоял такой значок, как сказать, информация такая возле сотрудницы. Так что к 30 числу, к понедельнику это все приготовлено. Может, там предупреждение было, да, что не работают? Нет, там просто был значок нарисовано 30-е. Как вот, знаешь, как открытки оформляют эти праздничные, так вот точно так же оформлено. Что-то вбей в гугле, какой праздник в Турции 30-го. Так и сделаем. Потом зрителям расскажем. Ага. А может быть, что-то будет происходить, еще покажем. Мало ли тут какие-нибудь будут концерты, танцы, шманцы. На 1 сентября детям цветы будут покупать? Да, подколола. Как это наша Тетенька с удочкой какой-то идет. подруга наша пишет. В школе подготовились, говорит, а то что-то, говорит, наши ребята, никто ничего не думает покупать в школе. Я говорю, мы-то подготовились, трусы, маек накупили. Трусов, маек. Отличие учебы удаленно и офлайн, как говорится, да? Что, пойдем? Пойдем. В сторону дома. Дети уже ускакали, как все чуть раньше. Всем доброе утро. Мужчины что-то промышляют здесь. Опа! Что-то помидорок мало, да, использовали?
Ой, ой, яичницу с помидорками они готовят. Вот. Такие вот дела. Всем желаем отличного дня, хорошего настроения. Алексея новый столик здесь. У нас, как всегда, жара, мы уже прикрылись от нее. Вот. Скоро придется нам расформировать вот эту вот самодельную тахту алексеевскую, потому что мы заказали турецкую раскладушку. Турецкая раскладушка здесь практически ничем не отличается от кровати. Единственное, что она складывается и раскладывается. Такие у нас дела. Что Миша делает? А? Яйца мешаю. Мешаешь яйца? Олег посудомойку. Ой, разбирает Миша яйца, мешает. В общем, все при делах, как обычно. Молодцы. Вот такой у нас богатый завтрак. Отправляю на канал или будешь свою? Отправляю, я еще не рендерила. Я доедаю голубцы, оказывается, которые голубцы мы принесли еще с украинского вечера нашего. Дети не съели, и мы как-то успешно о них забыли. Я думала, дети давно съели. Вот, омлет. И Алексей любит не досаливать, а я не люблю пресную пищу, я люблю в меру соленую пищу. Поэтому положила себе мазику из портулака на омлет. Она получается такая кисленькая, пикантная, с орешками. В общем, у меня вот такой омлет с голубчиками. Рис, фасоли. Здесь ашуре. Там еще один вид фасоли. Леш, Олег, подай, пожалуйста. Запеченные помидорчики. В общем, такой сегодня у нас богатый завтрак. Всем приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. И мы будем тоже завтракать. Что, держишь, Олег? Или мама, кто будет держать? Миша держит, я Давай, камеру держи взяла. меня руками. Схватился, я кручу. Сейчас. Держишь? Да. О! Молодцы. Банку открывает. Мы соседям. Олег, яблочки помыл? Да. У нас сосед любит яблочки. Давайте куда-нибудь вот сюда положите на креманочку. Так, салатик. Не надо Куда их? вытирать. Не надо. Не надо. Куда? Или сюда? Я не знаю. Куда поместятся они? Не туда, все по одной класть надо. Салатик давайте. Сейчас положим салатик еще. И их тарелку давай сюда, Олег. На тарелку еще перчики фаршированные Мама, положим. давай еще какую-нибудь откроем. Нет. Вкусно. Дети сели кушать. У них фаршированные перчики с йогуртом, с бульончиком. Давайте прям ложечкой, как супчик. Вкусно, Олег? Угу. Приятного аппетита. Кушайте. Спасибо. Салатики тут разные. Афия толсун. А мы чуть позже с папой будем мукбанг снимать. Сейчас пиццу наделаю. 2 штуки. Не буду. Так, ну что ж. Мы с Мишей уже пообедали фаршированными перцами. А тем временем наша мама готовит обед для себя и для папы. У них сегодня на обед будет турецкая пицца. Одна уже приготовилась, вот так вот получилось. А это, ну как-то, заготовка Вторая. для второй пиццы. Вот так вот мама наша накладывает. Ой. Вот так вот наша мама кладет начинку. Распределяет равномерно по всей площади пиццы.
Потом сыр, яйцом и в духовку. Да. Покажем потом, что получится в итоге. Вон там на трассе, на дороге, вернее, идет мужчина. Двое, да? Несут огромное количество флагов. И соседи наши тоже флаги вывесили. В общем, Алексей выяснил, что 30 августа, вон они из-за деревьев показались теперь. Вот, идут. Огромное количество флагов несут. Нам не надо купить? Да нет, наверное. Алексей выяснил в интернете, что День Победы будет 30 августа в Турции. Поэтому все активно готовятся, флаги вывешивают. Особенно, когда в море купаешься, смотришь на первой линии. Многие. Там на первой линии в основном турецкие дома. И многие очень вывесили флаги. Между домами тоже натянуты огромные полотна флагов. Соседи. Алексей говорит, где еще у нас? А как ты его видел? Ну, их ветром болтало вот совсем недавно. Вон там справа, Алексей говорит, тоже соседи флаг вывесили, ветром болтало его. Народ купается. Уже немного народу в бассейне. Ну, да. Уже народ потихоньку разъезжается по домам, в школу. Я думаю, в сентябре уже совсем никого почти не будет. Сейчас уже последние числа августа на момент съемки. Пожарники приехали. Алексей говорит, то ли флаг снимают, то ли новый вешают. То ли что делают. А может какие-нибудь проблемы с проводкой? Мне кажется, что там какой-то транспарант, что ли, висит. Я не пойму. Отсюда плохо видно. Слушай, а собрание точно в 6? Что, уже идет? Не знаю, там столько народу. Что думаешь? Да прям тогда же мы прозевали, на море пошли. 6:30 мимо них. Так что что-то там пожарники ваяют. Потом мы на море пойдем и посмотрим, что они там сделали. Вон там пожарная машина. Ну тут что-то мужчин столько много собралось. Слушай, а это, по-моему, даже этот твой друг сидит там. Бассейн. Запустили горки. Здесь собрание акционеров. Сегодня мама Оля вот на желтой маечке сидит, участвует. Сосед ей будет переводить с турецкого на английский. Будут как-то разбираться. А мы пойдем на море. Мы как не приглашены туда. Толпу создавать не будем. Пойдем займемся своими прямыми обязанностями. Здесь работа не перестает. Такое ощущение, что круглые сутки они работают. Они как-то тихим сапом дырки какие-то ковыряют. Вот эта остановка молчит сегодня. Но их не слышно. Целый день гудят. Что-то делают. Но мы идем на море. Машина. Так, Миша поехал в машину встретить. Миша, ты аккуратно едешь? Машины лево-право смотришь? Давай слезай, ногами переведи велосипед через дорогу. А вон там стенд повесили, видите, большой плакат. Видимо, поздравление с праздником День Победы. 30 августа в Турции отмечается День Победы. Да, кстати, там огромные флаги. Вчера висели огромные флаги. Аккуратно, переходи. Так, еще грузовик едет, Миша. Тормоза держишь? Когда дорогу переходишь, надо держать тормоза. Нет, один тормоз, любой, задний или передний. Поскольку ты стоишь, любой тормоз тебе будет, поможет. А там, видите, флаг, или как это, плакат какой-то болтается, пожарные вешали его. Пожарная машина подъезжала, и они вешают плакат. Аккуратно. Я сегодня пойду за банками на набережную, а Михаил с Олегом на велике покатаются. Пока до пляжа вот Михаил едет. Там будем сейчас на пляже уравновешивать. Пойдем на тротуар. Давай. А то мы тут идем по этой рытвине. Миша, лево-право машины смотри. Вон огромный флаг, гляньте, какой висит. А вот на балконе еще, вот еще на балконе висит. Вон сколько красных флагов висит. Вон еще флаги висят. Вон еще. Короче говоря, когда мы вчера шли с моря, Миша такой остановился.
с приоткрытым ртом шел. А видал этот флаг огромный? Под ноги смотри. Он типа видал, что куча флагов на балконе Да, подвешены. флаги развешаны, много-много. И вот особенно много на первой линии, та, что выходит на пляж, на море. Быстро не гони, Миш. И пускай гоняет тихонечку. У нас тоже висят, но как-то достаточно немного, я бы сказал. Вот. А здесь, видите, вот на балконах висят, вон большой флаг между домами, видите, вон там на ветру трепещет, а вот смотри, какой большой. Обалденно вообще, смотрится, конечно, шикарно. Мы, когда ехали на машине в 2019 году, где-то подъезжая к Самсуну на горе, стоял флагшток, и там был флаг еще больше, чем этот. Наверное, раз в 10 больше, чем этот. Это просто было, знаете, завораживающее зрелище. На машине едешь, и такой огромный флаг. И он как-то сразу весь появился. Не было такого, чтобы он как-то постепенно, издалека его видно, потом все ближе. А как-то получилось, мы к нему сразу ехали, прям вот он весь сразу. Обалденно смотрелось, конечно. Любят здесь они свои флаги вешать. Этого у них не отнять, любят. Кстати, очень часто на балконах вешают флаги своих любимых футбольных команд тоже. Это у них такая тоже тема есть. При этом на соседних балконах может висеть два флага соседних, ну так сказать, враждебных, враждующих этих фанатских группировок. Ну ничего, и то, и те, и другие нормально к этому относятся. Ну не группировок, наверное, а футбольные фанаты здесь в большей степени. И это флаги футбольных клубов. Сейчас я покажу, как на большой велосипед вылезать. Давай, что ж. Мы с Мишей или с Олегом гуляли по Стамбульскому аэропорту, и там были 3 ларька с атрибутикой 3 самых известных стамбульских футбольных клубов. Фенербахче, Галатасарай, а третий как? Что-то выскочило. Как называется. В общем, сейчас пойдем накупаемся, велик поставим на пляже. Так приезжают здесь многие на велосипеде ставят, тоже сосед наш один. Хоть быть и недалеко, он на велике тоже ездит на пляж. Так, уже пришли. Сегодня на море что-то немного народу, хотя вот соседний пляж так не скажешь. Вот они, огромные флаги висят тоже. Соседних тоже. Пойдем и мы тоже окунемся. Сегодня волна примерно такая же, как вчера. Думал, что сильнее, ну такая же. Единственный, ветер сильнее. Вчера было не так холодно выходить, а сегодня будет холоднее.